Друзья, суббота 22 мая, мы сегодня в эфире школа видеоблогеров, где мы сегодня разберем с вами 8 способов, как заработать на ютубе новичку в 2021 году. И вопреки вашим ожиданиям, это не будут 8 способов, а это будет 8 развенчаний мифов. Почему? Если вы сейчас наберете вот так вот, да, то есть 8 способов, как заработать новичку, важное слово новичку на ютубе в 2021 году, то вы увидите пару роликов. Цифру можно менять. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Что сие означает? То есть, если вы поставите 5 способов заработать на ютубе новичку в 2021 году, поставите в 2020 году, поставите в 2018 году, будет то же самое. Люди будут с уверенным видом вещать и говорить вам о том, что смотрите, я зарабатываю 70 тысяч долларов в месяц. И у очень многих людей, я подозреваю, срывает пукан. Почему? Потому что, в принципе, вот сидит наш школьник, играет там, не знаю, Mortal Kombat, либо какой-нибудь там танчики, поднимается с дивана и говорит, я тоже хочу, ну ладно, 70 тысяч долларов в месяц это многовато, ну хотя бы 7 тысяч я там раз, и бежит к экрану. Домохозяйки поднимаются и начинают вдумчиво смотреть эти видеоролики и думать: целых 8 способов, как заработать на ютубе новичку. Ключевое слово здесь, коллеги, новичку. То есть, что ты новичок, вот тебе 8 способов, а вот тебе 70 тысяч долларов в месяц. Ну, любой здравомыслящий человек, он понимает, улыбается и проходит мимо. И сегодняшний субботний стрим я вам сегодня расскажу и доложу. То есть я по каждому из способов пройду и развенчаю этот миф, почему каждый способ не подходит новичку, но при этом он подходит, ну не старичку, а уже каналам с опытом, либо каналам, у которых есть уже траст, подписчики, зрители и постоянная целевая аудитория. Это очень важно. То есть мы каждый способ будем разбирать, почему он не сработает у новичка и что надо сделать такого, чтобы этот способ сработал. Но когда вы можете это видео смотрите в записи, поставить его на паузу и посмотреть, вот просто остановите это видео и посмотрите, огромное количество гуру ютуба рассказывают новичкам, как можно заработать, вот как, вот сегодня шел, просто я не шел с прогулки, и просто мне попался один видеоролик. Тема нашего сегодняшнего стрима должна быть другая, но я подумал, что я считаю своим долгом, да, высказать свою точку зрения по этому вопросу, чтобы меня к этой касте специалистов по ютубу не причисляли даже никак. Спойлер, друзья мои. Как заработать на ютубе новичку в 2021 году, в 2022 году, в 2023? Один ответ – никак. От слова вообще. Ну, нет, это может быть случайность, но вероятность настолько мала, ну, вы можете с тем же успехом сыграть в лотерею. Ну, там, спортлото, спринт, там, какие-нибудь там эти, ну, или там какие-нибудь ставки. Я ни в коем случае не советую вам ставки спортлото там играть, но шансы, что у вас стрельнет, равны примерно, ну, одинаковы. Почему? Смотрите, как это все работает, чтобы было просто и понятно. Раньше огромное количество людей, действительно могли заработать на ютубе быстро. Быстро и причем с новыми каналами. Как сие это было? То есть просто брали контент чужой, перезаливали его, много там фильмы, там телепередачи, другие ролики, переводили ролики там, да, и на этом деле там аудиокниги, то есть делали серятину. С 19-го года это все накрылось медным тазом. Нет, в 2020 году еще были умники и умницы, которые продавали, вот разогнали паровоз и вот продавали, да, что типа там делай ролики, там клепай партнерки там. Почему? Раньше это работало. Раньше 18-17 год были, и я таких людей знаю, это мои близкие знакомые, которые просто сидели денно и ночно клепали ролики. То есть они делали подборки, там лучшие интерьеры, музыка для сна,
там всевозможные там строительные материалы, там нарезки, вставки, зеркалили видео, вставляли другой видеоряд, вставляли звуковой ряд, то есть делали, что хотели, и у них была целая фабрика по выпуску серого контента, огромная фабрика. И вот новичок, выпускающий за один день 100 видео, это же не его видео, он просто конвертил там на полуавтомате, за месяц выпускал 3000 видео, и в принципе за полгода у него было там сотня каналов каждый канал приносил, допустим, $10, и, соответственно, он получал, ну, от $10, и у него доход получался более-менее хорошо. Сейчас это не работает, но гуру Ютуба приходят, ну, специалисты и мастера Ютуба приходят и начинают вам рассказывать. Смотрите, я зарабатываю $70 000 в месяц. Друзья мои, один вопрос. Кто может учить? Кто может, вот просто вы же взрослые люди, вы уже понимаете, умеете считать там хотя бы до 10, да? Можете, понимаете, что если человек что-то умеет делать хорошо, обучает этому других, а также еще и показывает это в виде платных программ, то скорее всего он может это повторить. То есть он может повторить, то есть если я обучаю вас, как заработать $70 000 в месяц на своем канале, то скорее всего я могу это повторить. Но это не случайность. Я могу это повторить. Второй вытекающий вопрос отсюда: почему я этого не сделал? Почему я, не я, а тот, кто вам рассказывает, это не может повторить? Ну, спикер говорит: я занимаюсь своим каналом только 1 час в день и поднимаю $70 000, ну не 70, 68 860. Ну, там у меня партнерки, там у меня это, там у меня то. Так если ты 1 час в день занимаешься и получаешь $70 000 в месяц, ты занимайся 2 часа в день и получаешь 140 000, это ж просто. А 3 часа $210 000, да? А если ты будешь заниматься там 5 часов, то вот тебе уже $300 000 в месяц, вот держи. Нет? А почему? Потому что вся история, чтобы пыль в глаза напустить, чтобы рассказать. И вот вам такое говорят, типа, вот эти 8 способов, которыми вы сможете, новичок может заработать в 2021 году. Бла-бла-бла. И вот почему. Давайте понемножку, я вот шаг за шагом объясню каждый из способов. И объясню, как можно заработать, ну, не новичку, а старичку, как зарабатывают действительно, и вы уже мозгом своим, ну, то есть серым веществом, которое у вас есть, поймете, что это нереально, что сделать новичку то, что предлагают, это так вот, знаете, вот есть огромное количество кулинарных каналов, и люди, которые смотрят это видео, никогда не будут готовить, никогда. Им важен процесс, и вот они такие: ах, буду видеоблогером, буду зарабатывать $70 000 в месяц. Ох, вот жизнь-то наступит, да? Пожевали сопли и пошли на завод. Вот это аудитория. Итак, давайте пойдем теперь уже к практике. К практике, чтобы вам было просто и понятно. Итак, друзья мои, 8 способов, как заработать на ютубе новичку, подчеркиваю, да, в 2021 году. Первый способ, ну, один способ, который это: друзья мои, собирайте, важно сейчас не подписчики, а важно сейчас зрители, то есть целевая аудитория, качество ваших зрителей. Вау, говорю я, так мы же об этом твердим уже 5 лет, ну 4 в школе видеоблогеров. Мы рассказываем вам, что главное не количество подписчиков, а качество подписчиков. И вот вам с экранов Ютуба вещают: собирайте нишевую дорогую аудиторию, собирайте качественную аудиторию. Конечно, но давайте рассуждать логически. Автор этого совета прав 100%. Чем у вас дороже аудитория, тем лучше у вас монетизация. Давайте, чтобы вам было просто на примере. Представим, что вы сделали канал, где делаете обсуждение интерьеров яхт. Понятно, что интерьерами яхт интересуется очень дорогая аудитория. То есть люди, которые могут позволить себе купить, как они называют, лодку для путешествий.
И вот им важен интерьер, да, то есть из какого дуба сделано там, допустим, там борта, какой там паркет лежит, каким лаком, уровнем там покрасили этот пол в этой яхте, да, из какой парусины там паруса, там, ну, чтобы вы понимали уровень этих людей, там то, куда крепится канат, 700 евро, вот это набалдашник, то есть мы его потеряли и отдали 700 евро. Вот эта балда стоит 700 евро, да, и вот эта яхта, они очень дорогие, атомно дорогие там вот эти яхты, да, и то есть собирать эту аудиторию, конечно, огромное количество брендов, люксовых брендов, выстроится к вам в очередь, чтобы купить внимание этой аудитории, безусловно. Или еще пример. Допустим, вы делаете канал про специальную программу для директоров заводов. Вот есть директора завода, управленцы заводов, да, больших металлургических заводов. И, конечно, если на ваш канал эти, то есть, чтобы вы понимали уровень, да, ну, примерно, таких заводов в России 12, по миру их там почти 84. Ну, 100, то есть всего 100 заводов, причем на русском языке говорят, ну, может быть 15, потому что в России 12, плюс там еще страны СНГ, какая-нибудь трешечка будет, да, соответственно, всего этих людей 100, но реклама для этих 100 человек будет атомно дорогая, потому что они ЛПРы, люди, принимающие решения. Или еще вариант, да, то есть люди, которые, допустим, охотятся за новинками, то есть если вы сделаете, к примеру, канал про бренды, там, допустим, про лакшери, да, люксери, как это говорят, да, и сделаете там обзоры там модных сумочек, там Луи Виттон, да, в этом формате, то, конечно же, если у вас будут классные обзоры, вы соберете аудиторию, которая может позволить себе покупать сумочки за 400-500 евро. Тоже классная аудитория. Но вопрос лишь один. Где вы, как новичок, возьмете эту целевую аудиторию? А эксперты подсказывают, купите рекламу. Вы понимаете, что бренды, которые продают яхты, продают сумочки, продают все остальное, тоже борются за эту аудиторию, а эта аудитория никому не говорит, что она богата. Вы же не знаете, что они смотрят. Ну, то есть, что смотрят в Ютубе эти люди, на что они реагируют. Не знаете, да, потому что, опять же, вам пример подскажу. Я очень мягко интересовался у своих обеспеченных знакомых, что они смотрят на Ютубе, куда ходят. И вот он мне говорит, один мой очень богатый знакомый, говорит, а я смотрю Ютуб специально, то есть у меня нет аккаунта там вообще, я смотрю Ютуб с планшета своего сына. И то перед сном, по субботам иногда, то есть я туда не захожу, он вообще не смотрит его. И понятно, что эта нишевая, дорогая целевая аудитория будет очень дорогая для вас. Вопрос. Почему это не сработает у новичка? Просто потому, что новичок не сможет собрать эту аудиторию. А когда он соберет, если будет стараться годами и будет херачить годами, то он уже не будет новичок, он уже будет старичок. Поэтому, друзья мои, когда этот способ сработает на вашем канале, если вы будете нишеваться, если вы возьмете и зайдете в нишу и будете нишеваться, например, вы будете делать канал, ну, YouTube канал на английском языке или на русском языке, да, про яхты, ну, как мы говорили в первом варианте. То есть вы делаете плейлист там, какие бывают яхты. Потом вы подписываетесь на все мировые издания и следите за тем, какая яхта в каком порту вышла, какая стоимость, какие там аукционы по яхтам, какие есть навигаторы в яхтах, какие будут интерьеры, и у вас канал профильный только про яхты. Для чего? Вы должны стать номер один по этим всем яхтам, ну, там по обзору яхт, и вот тогда уже номер один, да? Тогда уже у вас будет шанс выше, чем у других, получить рекламу от людей, которые заинтересованы во внимании ваших зрителей. Потому что рекламодатели покупают не ваш контент, не вашу харизму, не ваши чудесные глаза или большие груди. Они покупают только внимание ваших зрителей. То есть какую вы аудиторию соберете, то вы и получаете.
чтобы вам было совсем просто. Подытожим, да? То есть собирайте качественную аудиторию, то есть что делать, да? Собирайте качественную аудиторию и поймите, что 100 человек, допустим, которые ищут новые сумки там знаменитых брендов там, да, или там модели там Louis Vuitton там, да, или которые ищут там условно купить там новые автомобили там Mercedes 2022 года там, да, какую-то линейку. Они 100 человек, они дороже, чем 100 тысяч человек в Ютубе, которые ищут там, не знаю, развлекуху или там прохождение игры Майнкрафт. Поймите это, живите с этим, пора барабан. Вторая, итак, вторая часть, или давайте так, я попью воды, чтобы было проще, чтобы нам было проще. Итак, открываем 8 способов великих гуру Ютуба, где они рассказывают, как заработать на Ютубе новичку в 2021 году, и видим там создание курсов. Парам, парам, парам. И вот а почему я улыбаюсь и почему я говорю пора? Потому что мы создали более 200 курсов. 100 курсов наши, а 100 курсов мы создали для своих клиентов, ну, чуть больше уже там, да, создали для своих клиентов. И вот, друзья мои, создание курса, это, наверное, самое энергозатратное и трудозатратное дело. И вот почему. Первое. Чтобы создать курс, мало быть в чем-то экспертом. Надо донести информацию до людей простым языком, более того, подать ее так просто, понятно и структурированно, чтобы люди не возвращали ваши продажи. Ну, то есть, чтобы он купил курс и не вернул его там через 2 часа. Второе. Создание курса требует привлечения огромного количества специалистов, начиная от монтажера, заканчивая контент-менеджерами, копирайтерами, дизайнерами. Там вот людей, ну, команда у нас 8 человек. 8 человек у новичка. То есть вы открываете канал, и вам надо сразу, чтобы создать один курс, нанять, ну, скажем, не 8, ну, пусть 3. Да, у вас должен быть монтажер, чтобы ваш курс нормально хотя бы был запакован, да, контент, ну, про продюсера вообще молчу, у вас не хватит пока бюджета, да, то есть какого-то контент-менеджера, который может грамотно это все оформить, да, как минимум дизайнера, который все это сделает. И вот вы автор и создатель курса, классно, вы можете этим гордиться, но самое интересное ждет вас дальше. Самое интересное это то, как вы будете продавать сей курс. Например, у нас есть школа видеоблогеров, и там 5000 видеороликов, да, всего у нас 16 каналов, и мы на этих 16 каналов предлагаем свои курсы. То есть люди к нам приходят, и мы им говорим, слушай, вот это вот тебе вот так, да, вот это вот так, в этом формате, да. То есть они уже, то есть мы сначала построили воронку, а потом к этой воронке продаж уже предлагаем какие-то товары, услуги, материалы. В данном случае, то есть вы создали курс и давайте представим, то есть вы одолжили денег, взяли кредит, создали курс, и теперь у вас офигенный курс. У вас офигенный курс, более того, смотрите, у меня мой ребенок Федор сейчас делает курс про астрономию, не про астрологию, а про астрономию. Да, он 12 лет изучает, и мы смотрели с вами канал Ботаниус, где я своей командой мотивируем его выступать перед камерой. Так вот он, как и вы, мои коллеги, да, не понимаете базовой ценности, базовой важной, вот такой важного атрибута, он простой. Чтобы создать курс, то есть когда вы создаете свой курс, это классно, да, причем курс моего сына монтируют профессиональные монтажеры. Он нарезается на профессиональном монтажном листе, там вставки, там музыка, там все хорошо, да, то есть как бы там бюджеты. Но самое интересное, это следует потом. Я своему молодому отпрыску объясняю, что самое тяжелое это не, потому что он записал урок и такой, о, я молодец, я там силище богатырское,
На самом деле самое тяжелое это продать курс. И то не всегда, потому что после продажи курса вас ждет еще обратная связь, вам надо будет отвечать. Так вот, продать курс – это не завести Яндекс деньги там или Юмани, Яндекс кассу и стать самозанятым. Это привлечь огромное количество людей на ваш лендинг или там на ваш канал, которые будут покупать этот самый курс. Поэтому здесь создание курсов, наверное, хорошо. Но поверьте, то есть вот просто давайте без канала посчитаем, как вы будете привлекать этих самых людей. Вы скажете, окей, но есть же Udemy. Конечно, есть. У нас на Udemy есть мы на Udemy развили более 70 курсов. И знаете, какой там выхлоп? Я вам расскажу, да? Ваш курс, допустим, вы продаете ваш курс на Udemy, на платформе, или на любой другой, в принципе, не меняется слово вообще, за 10 долларов. То есть вы решили продать, допустим, там, грубо говоря, курс свой, да, 100 человекам за 10 долларов и получите свою там 1000 долларов. И вот в вашей чудесной голове существует некий такая, что ну пусть будет там 2-3%, ну 20% уходит на партнерки, а 80 я заберу себе. То есть я из 1000 долларов я 800 не придет. Нет, друзья мои, все, я тоже так думал. Я так думал, вот честно думал, и думал, уже считал там барыши, думал, вот там туда-сюда. Правда такова. Все просто. То есть, если вы пойдете по стратегии наименьшего сопротивления и будете продавать свои курсы дешево, да, то из 10 долларов порядка 5 долларов заберет себе платформа. То есть вас сразу отполовинят. Потом с вас еще попросят 7, там, ну, не знаю, там 2-3 доллара с этого курса, да, на уплату налогов за вас. А теперь самое интересное, о чем все молчат. По условиям Udemy, которые вы подписываете не глядя, вы же специалист высокого, вы же вообще подписываете, да? То есть покупающий курс на платформе имеет право вернуть его платформе в течение месяца с возвращением этой платформе денег покупателю. То есть человек приходит на Udemy, покупает курс ваш, его юзает месяц, не час, не два, не день, не неделю, а месяц, или, будем честны, 29 дней, а потом нажимает кнопочку «Вернуть курс», и ему денежки возвращаются. А знаете почему? Не понравилось лицо автора или не понравилась подача, там много воды и отправил. Но хуже всего, что русскоязычное сообщество, оно делает проще. Они покупают ваш курс, а потом размещают его на складчины, на различные там Робингуды и начинают везде бесплатно его всем раздавать. И вот у вас рвет пукан, но сделать ничего не можете. Теперь смотрите. К чему это говорю? Что самое интересное, самое важное в том, что создание курсов это да, вы можете создавать их, но продавать и зарабатывать на них новичку ни в 21-м, ни в 22-м нельзя, но только если вы не гений или у вас нет большой команды. Поэтому, друзья мои, почему это не сработает у новичка? Потому что у новичка, как я понимаю, нет денег на найм команды, которая создаст ему те курсы, которые будут продаваться, которые человек увидит, скажет, вау, я хочу этот курс, я без него там, как я без него жил всю свою жизнь, не знаю. Если у вас такого нет посыла, то вы будете просто впаривать эти курсы, как вам впаривают те, которые типа узнай, как там, получи 8 способов заработать на ютубе, купи наш курс, там, или купи нашу программу, и мы тебе расскажем, и вы такие счастливые бежите, и вам дают вот такие способы. Вот, держите, да, как бы в этом формате. Когда этот способ сработает на вашем канале? Друзья мои, когда вы будете действительно экспертом, когда вы будете запаковывать нужную и полезную информацию кратко, емко и, внимание, грамотно доносить. Давайте простая статистика. То есть, чтобы ваш курс купили, ну, в среднем по рынку, но это примерно так. Информацию о вашем курсе должно увидеть 1000 человек. Вот 1000 человек
увидит информацию о вашем курсе, перейдет на ваш лендинг и купит что-то, да, это из 1001. То есть, чтобы вы не тешили, что типа я сейчас создам рекламу, ко мне приходит клиент, говорит, а я создам рекламу, ко мне придет 100, ну пусть там половина купит. Не тешьте себя иллюзиями, а живите в мире. Итак, что делать? Если вы хотите зарабатывать и монетизировать свои каналы при помощи курсов, то это совершенно другая стратегия, и там работы очень и очень много. Если вы думаете, что есть новички, которые могут уже заниматься созданием курсов, да, они есть, но они работают в паре с командами. Команды очень дорого стоят, то есть они запаковываются, и здесь же мы говорим про малобюджетный старт и сразу выхлоп. Поэтому, друзья мои, я думаю, что миф о том, что можно новичку, ну, знаете, это звучит красиво, это звучит прям элегантно, такие раз. Как заработать новичку на Ютубе в 21 году? Создавайте курсы, а что не пишите книгу? А может снимайте кино? А чего? Это равносильно. Может вы снимете кино, какой-нибудь блокбастер и зальете на YouTube, на свой канал и все. Какая разница, что курсы, что блокбастер, вам никто не светит. Поэтому дальше поехали. Живите с этим. Следующее. У нас есть блог, который называется 8 способов, как заработать на Ютубе новичку в 2021 году. Вы можете сейчас открыть YouTube, посмотреть 8 способов, там есть 5 способов, 12 способов, и все спикеры обучают вас заработать на Ютубе, то есть новичок, да, то есть сидите такая, опа, и там такая, новичок, узнай 8 способов заработать 50 или там 70 тысяч долларов в месяц, если ты новичок. Давайте разберемся в продаже, то есть и они такие, смотрите, друзья, надо заниматься продажей рекламы. И у меня челюсть. А там еще один спикер говорит, чтобы начать монетизировать канал, надо включить монетизацию. Без монетизации у вас монетизация не получится. Ого, как завернул замысловато, думаю я. Ну, давайте разберем, как заработать на Ютубе новичку в 2021 году продажа рекламы. Почему это не сработает у новичка? Давайте, смотрите, то есть поменяйтесь местами. Давайте представим, что вы владелец магазина шуб. И у вас приходит к вам новичок, у которого на канале там 15 видео, там 200 просмотров, или там 1000 или 2000 просмотров, и начинает говорить с вами по поводу рекламы. Как вы к нему отнесетесь? Ну, скорее всего, с жалостью. Ну, может быть, дадите там денег на конфеты, скорее всего, там, да, и отправите домой. Но почему? Потому что вы понимаете, что тут нет, вы как предприниматель, понимаете, что здесь на молодых, мы же говорим про новичку, да, на молодых каналах нет охвата. Но это еще не все. Молодые каналы – это как молодые фрилансеры. Нет гарантий. Нет гарантии того, что вы отдадите деньги, и этот канал скроется из вашего поля зрения. Секунду. Пардон, видите, забыл выключить телефоны. Нет гарантии того, что владелец канала возьмет бюджет и скроется. Тоже важный вариант. А третий – это лотерея. То есть вы и вот тут есть для новичка, для владельца канала есть троянский конь. Что такое троянский конь? Смотрите в истории. Объяснять не буду. То есть, что значит троянский конь? Это самая опасная категория монетизации молодого канала. Давайте представим, у вас есть канал. У меня это из опыта говорю. У вас есть канал, и там есть более-менее лояльная аудитория. Пусть у вас там 200 подписчиков сила, то есть всего там 2000 подписчиков, но 10% приходят, смотрят вас и лайкают, пишут комментарии, посты, там все весело, все вкусно, все здорово, да? И вот тут вы начинаете размещать рекламу.
из опыта говорю, 80% людей, которые смотрели и были к вам лояльны, они уйдут с вашего канала. Жизнь несправедлива, и вы за небольшие деньги будете топить свой канал. Более того, таким к продаже реклам, то есть покупают рекламу на молодых каналах в основном те, кто не может покупать рекламу по каким-то причинам на хороших больших каналах. И вот почему. Посмотрите молодые каналы, они все пестрят какими-то казино, там, ставки на спорт, какими-то там еще сомнительными, там, бобровая струя, что-нибудь там, гадание, там, тудание, там, маги, колдуны, там, вуду. Почему? Потому что это официально запрещено правилами партнерской сети Ads, ну, реклама в Google Ads и на YouTube, и запрещено в Яндекс Директе. Соответственно, они идут к новичкам, которые готовы за небольшую денежку, да, продавать рекламу. И вот гуру Ютуба, в кавычках, вам вещают: продавайте рекламу, смотрите, там продает тот продает там за 80 тысяч долларов, а тут за 50. Новичку никто не спорит, что когда у вас будет классный канал с хорошей аудиторией, с хорошими там охватами, с хорошей ЦА, с хорошим вовлечением, с хорошим вы будете продавать рекламу. Но новичку продавать рекламу — это, смотрите, чтобы вам было совсем просто. Если вы будете продавать рекламу на своем канале за 10, 20, 50 или даже за 100 долларов, у вас никогда, вдумайтесь и вслушайтесь, и потом вспомните меня, у вас никогда не будет прыжка из нищеты. Что это означает? Все предельно просто. Если вы позиционируетесь как канал, где можно купить рекламу за 10, 50 или там 100 долларов, то вы никто и звать вас никак. С вами серьезные бренды говорить не будут, а аудиторию вы свою точно растеряете. Поставьте себе какую-то там минимальную точку отсчета и скажите себе так: я буду заниматься продажей рекламы на своем канале только, допустим, там от 3000 долларов в месяц. Вот если мне какой-то рекламодатель готов будет заплатить 100 долларов в день, это 3000 долларов в месяц, я готов продавать. А потом делаете декомпозицию, то есть вы говорите для себя, что мне сделать такого, чтобы я мог продавать рекламу за 3000 долларов в месяц. Кому я буду продавать и кто потенциальный покупатель этой рекламы. Когда вы себе правильные вопросы зададите, у вас будет уже стратегия, как делать, что делать и кому продавать. И вот когда, я точно вам говорю, да, когда у вас будет уже понимание, что вы не готовы, ну, мало знать себе цену, надо пользоваться спросом. Но в этом случае у вас уже это, вы будете не новичком, поверьте. То есть этот прыжок из нищеты, то есть как бы там, да, из совсем нуля к каким-то уже осознанным деньгам, это будет такая, ну, прям хорошо-хорошо. И я своим клиентам говорю, и вам, ученики школы видеоблогеров, тоже говорю, да, чем больше вы должны быть как спартанцы. Чем больше вы стоите и не продаете рекламу, чем больше ваша ценность. Это марафон. Вот вдумайтесь, что ваш канал для зрителей, для вас, вы собираете комьюнити, и у вас нет рекламы встроенной. Вот на школе видеоблогеров нет сейчас и вряд ли будет реклама, потому что ту рекламу, которую мы хотим, мы еще не можем себе позволить. То есть тот рекламный бюджет, который мы хотим, да? И мы к этому идем. У нас есть цель. Но к нам приходят там, давайте 80 долларов, давайте 200 долларов за итерацию. Нет, а почему? Мы не готовы меняться, мы не готовы размениваться. Потому что если, ну, просто для себя поймите, у вас должна быть планка. Вот планка, которую вы должны ее дойти, то есть до этой планки. Если вы начинаете поблажки какие-то делать, вы будете там мотляться, спросить у любого. То есть вот я делал 15 лет сайты. И я вам точно говорю, что когда люди затачивают свой проект и начинают продавать рекламу, помните, там есть сайты, где как елкой увешана там реклама, да, оттуда же уходят люди. Рано или поздно в вашем мозгу, или мозге, как кому удобно, вспыхнет лампочка. И она скажет вам: слушай, а зачем нам 3000 долларов в месяц, если мы повесим 300 баннеров
на эту страницу и по 10 долларов каждый. Будет то же самое 3000 долларов. И вы будете правы. Но вопрос лишь в том, сколько времени эти баннеры будут там висеть, потому что рекламодатели, приходящие к вам на канал или к вам на сайт, они будут видеть минимальную отдачу и убирать свои рекламные баннеры даже за 10 долларов. И дальше у вас одна дорога. Вы спуститесь вниз в продажу там сомнительных товаров, сомнительных услуг, туда-сюда, и дальше вас просто забанят напросто. И еще один момент, почему это не сработает у новичка. То, что работает у старых трастовых каналов, точно не работает у молодых. Только вы будете делать итерацию напрямую, без, у вас же не будет пока монетизации, правильно? То есть только вы будете делать, это опять же теория вероятности, но, скорее всего, алгоритмы YouTube поймут, что вы с продажей рекламы на вашем канале не делитесь ничем с YouTube, и, скорее всего, ваши охваты еще ниже понижут, или там почему? Потому что есть правила, которые вы не читаете. Там написано, что, чтобы вам было просто, что реклама, то есть вы должны ставить галочку реклама, присутствует там прямая реклама, то есть и в этом случае показывать Ютубу, что здесь есть реклама. Но показывая рекламу на вашем канале, то есть вы показываете людям, что вот тут реклама, то есть и никому ничего рекомендовать не будете. Люди и вы в том числе. Вот давайте прямо, да, представьте, вы приходите к кому-то на канал, смотрите контент и там через слово реклама. Через там 15 минут, там 15 секунд реклама. Вам будет интересно, вы уйдете, потому что у вас, как и у других, работает один механизм. Я пришел за полезным контентом, а тут на мне зарабатывают. И люди, то есть та маленькая часть комьюнити, которая у вас есть, она уйдет. Пора барабан. Следующий блок. Попью воды. Попью воды, попью воды. Я думаю, что понятно. У нас сегодня чат, я думаю, открыт. Пам. Дальше поехали. И так, друзья мои, мы уже говорили, что вы можете видеть среди специалистов или гуру Ютуба ролики, видеоролики, там 5 способов, как заработать на Ютубе новичку в 21 году, или там 8 способов, как заработать новичку на Ютуб в 21, там 12 надежных способов, и среди этих способов там есть партнерские ссылки. Там еще такое умное слово называется аффилированные, либо аффилиаты. Это же так звучит. Аффилиаты. Вы ставьте аффилиаты и будете зарабатывать, ребята. Такой трэш вообще, да? И вот почему. То есть почему это не сработает у новичка? Потому что какая же тут здесь обман? Тут обман в одном слове называется новичку. То есть на партнерских или аффилированных ссылках можно и нужно зарабатывать. Давайте с вами сначала разберемся, что такое аффилированные и партнерские ссылки. Например, у меня есть канал про туризм. И на этом канале есть ссылка партнерская ссылка на Airbnb. Когда люди, смотрящие мой ролик, переходят по этой ссылке и бронируют себе жилье, мне сервис Airbnb перечисляет какой-то бонус в зависимости от того, сколько или где они зарегистрировались, там, допустим, от 20 до 40 долларов. Классно и приятно. Приятно получать такие бонусы, потому что через месяц, там, 2-3 месяца капает довольно внушительная сумма, и можно отдыхать, позволять себе довольно хороший отдых в лучших местах за счет партнерских ссылок. Это первый вариант. Второй вариант партнерских ссылок. Например, вы даете партнерскую ссылку на AliExpress, люди там переходят то есть делать какой-то обзор товара, обзор канала, обзор там фотоаппарата, микрофона, что-то там, мясорубки, что угодно там делаете обзор, и купить можно здесь, да, и люди переходят, тоже покупают. Таких примеров полно.
например, люди, которые делают обзоры там микрофонов, видеокамер, там всего штативов, да, купить можно по ссылочке ниже. И вы такие тырк, и может быть даже не догадываетесь, а может догадываетесь, что переходите по партнерской ссылке. И человек, который дал вам эту аффилированную ссылку, это аффилиат, либо партнер этого сервиса, этого магазина, получает денежку. Чем это хорошо для вас? Вы в цене никак вам не холодно, не жарко. Если этот товар стоит $20, вы перешли по ссылочке, он стоит $20, он для вас стоит $20. Если партнерского, то есть комиссию, вознаграждение платит ему продавец, платит тому, кто поставил эту партнерскую ссылочку. Так вот, и почему не сработает эта вся история у новичков? Все предельно просто, друзья мои. Почему почему у меня пригорело? Потому что тут есть слово новичку, не старичку, это ж так звучит, да, это ж прямо там, типа, 8 способов, как заработать новичку в 21 году. 8 способов, да, делайте партнерские ссылки. Во-первых, чтобы партнерскую ссылку поставить, сейчас YouTube с этим очень и очень борется. То есть там уже в принципе, и это уже доказано, те каналы, которые то есть ставят в описании, там в первом блоке ставят эти партнерские ссылки, они как минимум ниже ранжируются, а YouTube ввел правила, по которым там это правило звучит так. Давайте я вам просто, чтобы вы понимали, как это работает. Там это звучит в переводе на русский примерно так. Если ваш канал или ваше видео снято или сделано для того, чтобы перенаправлять зрителей на другой ресурс, то ваше видео может быть удалено, а канал заблокирован. Еще раз. Если вы создаете видео, целью которого перенаправлять людей на другие ресурсы, то ваш канал может быть заблокирован. Почему? И вот эти люди, которые вам рассказывают, как это можно заработать, они вас в принципе подводят под монастырь. Что это значит? Монастырь в кавычках. Вы сидите, делаете контент. Нет, это можно было делать в 18-19 году, это было у всех, то есть каждый там вот люди очень хорошо зарабатывали на партнерских ссылках, мы это показывали в видео, смотрите наши видео. Но сейчас этого делать я не рекомендую, от слова вообще. Особенно новичкам, что в 21 году, что в 22, что в 23. Почему? Потому что давайте, смотрите, YouTube это социальная сеть. Она так позиционирует себя. Facebook это тоже социальная сеть. ВКонтакте тоже социальная сеть. И вот как это работает. То есть они привлекают людей к себе на ресурсы. YouTube, допустим, хорошо показывается в поиске Гугла, да, он везде есть там сервисы, сайты, партнеры, то есть и он делает максимально много, чтобы привлечь к себе аудиторию, и аудитория не уходила на ТикТок, не уходила там ВКонтакте, вся аккумулировалась на сервисе YouTube. И тут приходите вы, Вася Бештанишкин, и начинаете ставить ссылки, чтобы уводить, то есть людей, которые пришли к вам смотреть ваш ролик, и вы такие, вот идите туда, идите туда, идите туда. Что сделать с вами YouTube? Знает только YouTube, но я точно знаю, что ничего хорошего. Когда этот способ сработает на вашем канале, все предельно просто. Когда вы будете органично людям рассказывать и показывать и предлагать какие-нибудь товары или партнерские итерации. Например, у многих это делается как? Заходите в магазин такой-то и говорите код, допустим, там, да, код там, допустим, БШБ. И по этому коду вставляете код, вы получаете процентную скидочку, там, допустим, 10%. Либо там скачиваете это и получаете вот это. То есть таких способов монетизации много, но цель донести до вас, что партнерские ссылки на новом канале, либо на канале новичка – это утопия. Это зло, которое вы будете получать, ваш канал будет просто блокировать от слова вообще. Или поиграть в поиске. Что же делать? Развивайте свой канал. Еще один момент, один из важных.
люди чтобы партнерские ссылки сработали, у вас должна быть огромная аудитория. Ну, просто там, допустим, там просмотры роликов, ну, допустим, там 100 тысяч, 200 тысяч. Почему? Потому что как бы только маленький процент переходит. А если ваш ролик на вашем молодом канале посмотрело 2000 человек, вы думаете, что будут переходить? То есть вы умудохаетесь от слова вообще с заработком, потому что здесь копеечный. То есть, ну, нет, если у вас дорогая нишевая ЦА, то естественно, то есть если люди будут покупать там по вашим партнерским ссылкам, там, не знаю, там часы, Rolex, там шубы и яхты, то, наверное, будут классные партнерки или там бронировать классные там отели. Но если они будут покупать какой-нибудь трэш, то вы будете рисковать за 10 копеек, чтобы вам было понятно. Поэтому развивайте свои каналы, и будет вам счастье и удача. Дальше поехали. Следующий блок. Опять же, когда я зашел на YouTube, я увидел там чудесную кликабельную обложку. Она звучала так: 70 тысяч долларов в месяц. Я тут же нажал. Я хочу зарабатывать 70 тысяч долларов, потому что внизу стояло 8 способов, как заработать на YouTube новичку в 2021 году. Да вообще, будь я не я, если бы я не хотел заработать на Ютубе, будучи уже не новичком, а старичком, 70 тысяч долларов в месяц. В 21 году или в 22 году, без разницы. И вот там один из способов был: создавайте платные e-mail подписки. Друзья мои, почему это не сработает у вас на вашем новом канале у новичка? Почему? Потому что чтобы как вообще работает принцип платных e-mail подписок, ну или платной рассылки, или платного чего-то. То есть вы даете что-то много-много полезного, много-много интересного, и потом говорите, что а вот самое интересное, самое вкусное, самое вот экстракт эссенциале будет только тем, кто заплатил. Например, спонсорство на канале Школы видеоблогеров – это примерно то же самое, как платная подписка. Ну, тут не email, а просто подписка, да? Почему? Потому что мы даем какой-то контент только тем, кто стал спонсором нашего канала. То есть 50 рублей в месяц, да? Или там условно, или 150 рублей в месяц, но не больше. Русскоязычные люди не готовы много платить по подписке, они еще к этому, но к этому идет. Но платят не кому-то, не потому что вы такой офигенный, красивый, непревзойденный или такая вот там прямо золотая, серебряная, а за что-то. Задайте себе вопрос: за что люди будут вам платить? Что такого в письмах вы будете им посылать, что они будут готовы за это ежемесячно платить? Вот очень часто ко мне на фриланс приходят люди типа: а мне надо писать комментарии под вашими статьями, это как? 50 рублей за комментарий или не так, 500 рублей за целый день или 50 рублей за один комментарий или 500 рублей за комментарий? И мне меня спрашивают, хочу спросить: девушка, а что вы такого готовы написать мне под моей статьей за 500 рублей? Какие такие 300-500 символов, то есть вы готовы написать мне, то есть что я с этого получу, если ваше там высокоблагородие или там высокопреосвященство накарабает свой комментарий, и это стоит 500 рублей. Вот она пришла такая, пальцем там натыкала, и вот они в это верят. И это все рассчитано на вас, потому что вам говорят: это же способ. Нет, можно, главное найти, что продавать. Спросите себя, как много вы платите за подписки на кого-то, на email? Ну, как много вы оформили за последний год платных email подписок? А теперь спросите у своих друзей, как много они оформили. А теперь посмотрите лидеров рынка. Ну, допустим, есть Аркадий Моренис. Я плачу ему за подписку на него.
небольшие деньги, там, знаете, 1000 рублей в месяц. Я плачу и читаю то, что он пишет, потому что я же тоже образовываюсь, да. Я плачу англоязычному каналу и в виде донатов ежемесячно и читаю, что они там пишут в сообществе закрытом, да, то есть как бы, потому что я при помощи этого зарабатываю и смогу зарабатывать. А что же вы на молодом канале в 20-х годах нашего века будете рассказывать и что вы будете продавать? Это для меня вопрос. Когда этот способ сработает на вашем канале, друзья мои, все предельно просто. Здесь авторы не лукавят. Такое работает повсеместно, но на других, в русскоязычном сегменте очень мало такого, потому что люди не готовы платить за информацию. Информация, она бесплатна, и платить за нее это считается как бы там позорно, зазорно, все что угодно. Это же можно скачать. Поэтому, друзья мои, это сработает, когда вы будете в чем-то экспертом и будете делиться в этих e-mail рассылках чем-то таким, что будет людям помогать либо что-то делать то, начать делать то, что они раньше не делали, либо прекратить делать. Ну, например, вы скажете, что после там я делаю подписку там, да, или там e-mail под рассылку, и вы уже там похудеете за там, не знаю, за 6 месяцев, читая мои там полезные советы. То есть вы должны быть экспертом. Люди подписываются за деньги только на экспертов, на контент, который помогает не вам, а этим людям, и они будут готовы за это платить. Все остальное это такая история, ну, как это, знаете, называется, для массовости. Ну, это же можно. Ну, а что вы, новичок, сможете предложить нишевой дорогой аудитории такого, то есть давайте представим, мне очень нравится, то есть я визуализируйте, да, сидит такой Вася, или давайте, сидит Машенька и сидит себе в инстаграмчике, тири-тири, пишет там, ой, там классная фотка, ой, хочу на море, ой, там то, ой, там мой, ой, давай сделаем платные e-mail подписки, давай, будем письма посылать, будем посылать всем письма, а они нам за это будут деньги. Вася, хочешь письмо тебе пошлем, а ты нам 100 рублей. Что вы предложите Васе такого, что Вася готов будет предложить вам 100 рублей каждый месяц за вашу серию писем? Подумайте над этим, а потом читайте, смотрите и решайте. Пора-барабам. Дальше. Это же все опыт, друзья мои, это все предельно. Я сейчас делюсь своим опытом и рассказываю о том, как это работает. Да, началось это с того, что я увидел 8 способов, как заработать новичку на Ютубе в 21 году. Разницы нет, что 21, что 22 год, 23, 25, то есть это уже не работает, либо не работает не для новичков. Вот слово новичок, это слово называется мошенничество, обман, да, когда мы говорим, что типа как заработать новичку, курсы, чек-листы, если вы это еще покупаете, то это ваше право. И дальше там могут стоять такие там 100 тысяч долларов в месяц, там, да, это же вот такой там типа тачки, там деньги и все остальное, там слава, успех, вот наши 8 советов, они там дадут тебе там что угодно, там, да. То есть, итак, там был блог, называется «Закрытый клуб для подписчиков». Это вообще бомба. Если сравнивать с тем, с платными e-mail подписками, то закрытый клуб новичку. Давайте представим. Нет, я видел один закрытый клуб, который создал новичок, и там модель была очень проста и тривиальна. То есть он туда приглашает 1000 человек, и эти 1000 человек смотрят видео друг друга, и тем самым они создают охват и глубину просмотров. И вот вход в клуб там, по-моему, там 1000 рублей, что такое. Самое интересное, что поначалу это сработает, но не в русскоязычном сегменте слова вообще. Да? Почему? Потому что русский человек, он не готов кому-то делать что-то. У нас вот так это все. Вот смотрите, мы проговорили про лайки, про поделиться, про комментарии, там вот, да, так не работает. Смотрите, то же самое, что с платными email подписками. То есть почему это не сработает на канале новичка? Почему это миф? Ну, это сказка, это вам нассали, надули в уши, без разницы, да? То
То есть почему закрытый клуб для подписчиков не сработал? Почему, откуда я знаю? У нас есть свой закрытый клуб. И там очень много надо посвящать этому делу внимания, времени и нанимать еще туда кураторов. А слово нанимать кураторов означает найм, оплата, ежемесячная оплата. То есть как бы вы в принципе, и вот делать закрытый клуб это очень тяжело. Надо давать что-то туда полезное, ценное, туда такое, чтобы люди хотели там оставаться, хотели там быть, хотели там, ну, заходить. Мы только учимся делать, но нам уже опыт. У меня 15 лет в маркетинге, и мы сейчас делаем, и мы учимся, и понимаем ошибки, камни подводные там в этом. Почему? Потому что если у вас остается один человек в клубе, и вы берете у него деньги, а вам нужно платить кураторам, то вы в глубоком минусе или в глубокой жопе. А это такой бизнес в интернете, что тут можно один раз обосраться и всю жизнь будете подтираться. Извините за прямоту, это так. Так вот, когда вам объясняют, а что тут такого? Вы же новичок на канале, ваш канал можно монетизировать за счет того, что вы сделаете закрытый клуб для подписчиков. То есть соберете аудиторию и вы их соберете в некое комьюнити закрытое и будете их вот как это там развлекать, давать полезный контент, что-то интересное, ценное, что вы не даете в открытый клуб. А что же вы такого можете дать тем людям в клубе закрытом, что вы прям они, смотрите, за что люди будут вам платить? Просто поймите и ответьте себе честно, за что? За что бы вы готовы были платить в данном случае? Много вы состоите в клубах закрытых? Я знаю, потому что мы, знаете, очень часто люди приходят в закрытый клуб, как называется, кочнуть или качнуть инфы. И вот удержать, собрать, мотивировать, доводить до результата – это очень тяжелое действие. И ведение клуба – это, ну, скажем, такая совсем история, командная история. Когда этот способ сработает на вашем канале? Ну, явно, когда вы не будете новичком и когда вы будете привлекать людей к себе при помощи YouTube канала, при помощи видео к себе на канал. Это сработает, да, когда вы сможете давать какие-то сливки. Как потренироваться, как проверить? Я вам показывал, у нас есть видео, мы приглашаем стать спонсорами нашего канала. Это тот же самый закрытый клуб по подписке для подписчиков. То есть принцип тот же самый. Люди платят вам небольшую денежку, да, и вы им даете взамен что-то интересное, ценное, что не видит основная. То есть быть таким немножко избранным, да, там в касте избранных. Это тоже, это люди готовы платить, но должна быть, ну, какая-то ценность. Какая ценность у меня? Консультация 2 часа, там 20 тысяч рублей. А я могу отвечать на вопросы в клубе или давать видео спонсорам канала, которые я не даю в открытый доступ. То есть я какой-то информацией делюсь, это ценность. То есть люди могут, приходя ко мне в закрытый клуб, получать мою экспертизу моей команды, советы и комментарии, которые не получают их конкуренты. И это ценность. Если вы сможете сформировать такую ценность у себя, то, конечно, вы сделаете себе закрытый клуб для подписчиков. Все остальное лотерея. Фара-барабам. Сейчас, секунду. Что мне там все пикает? Бесконечно. Так. Дальше поехали. Воды попью. О, уже почти час вещаю. Ну ничего. Напомню, что я сегодня увидел ролик, классный ролик, баннер такой там, да, обложка, thumbnail, написано 70 тысяч долларов в месяц. И в заголовке 8 способов, как заработать на ютубе новичку в 21 году.
Я эти способы вынес сюда, вот они перед вами, и по каждому способу прохожу и разбиваю их по этапам. Итак, сейчас мы разберем привлечение денег с Патреона, либо с других там краудфандинговых ресурсов. Классная идея. Что это значит? То есть есть сервис Patreon, где вы размещаете свой канал, и там все, кто хочет, чтобы ваш канал развивался и рост, могут давать вам пожертвования, давать вам какие-то деньги, то есть инвестировать безвозмездно в ваш канал, а вы вместо, а вы в качестве благодарности этим людям будете давать какой-то контент, который недоступен для всех остальных. Либо они будут ваши ролики смотреть там на 3 часа раньше, чем все остальные, или там на 3 дня, или у вас будут закрыты какие-нибудь показы там, да, то есть вы будете это делать. Но это классно, это работает, но мы же здесь говорим о том, что как заработать на ютубе новичку в 21 году. И вот здесь тоже подвох. Здесь это такое бла-бла-бла. Почему? Давайте представим. То есть, чтобы в вас инвестировали, чтобы вам давали деньги люди, то есть, чтобы сообщество мировое давало, вы должны чем-то зацепить. А если у вас молодой канал, вы молодой автор, и у вас, ну, будем честны, канал не на английском языке, а русскоязычная аудитория, она очень экономная, назовем ее так. Она не готова кому-то давать, она готова только брать. Это мое личное оценочное суждение. Так вот, здесь, в этом случае, на великом Патреоне и на аналогичных ресурсах ожидать, что вы такие пришли, разместили свой канал, вот, я хочу делать канал там про птички там, про сад, про огород там, или там, не знаю, там, про звезды. И такие люди, да, смотри, Вася пришел, он же хочет делать, давай ему дадим, давай накидаем ему денег, дадим, он нам наделает, будем смотреть, не посмотреть. То есть за что вам эти люди, то есть будут давать? Всегда меняйте местами. Пойдите на Patreon и посмотрите, сколько там людей, жаждущих денег, славы и всего остального, и сколько людей им нет. Там есть, если у вас есть классная идея, которая заворожит там всех, то, конечно, вам дадут. Ну, давайте, чтобы вам было от чего толкаться. У меня есть момент хрестоматийная идея. Как она называется? Еще в мою бытность я очень завидовал мальчику, который на ровном месте заработал $1 миллион. Как он его заработал? Честно и четко. Он нарисовал, то есть у него был проект, сайт, и он каждый пиксель на этом сайте продавал за $1 по фану. И вот там был квадрат 1 миллион пикселей, и он продал эти пиксели по $1 и получил $1 миллион. Это не сказка, это так и было, так это работает. Это классная простая идея, потому что люди могли поучаствовать, то есть цена $1, и ты в комьюнити в миллионном, то есть там считалось, как это классно, там получить этот самый пиксель, то есть твой там вклад в историю этого проекта. Да? Есть классные ресурсы, где образовательного плана, да, ну давайте честны будем, да, условно, есть ресурсы, которые плохо монетизируются, они очень нишевые. Например, там, допустим, молекулярная физика, где человек просто объясняет, это не для всех интересно, но чтобы этого человека поддержать, ему на сервисах, аналогичных Патреону, сообщество дает деньги, и он с ними там общается, какие-то закрытые показы. То есть должна быть какая-то мотивашка, за что вам будут платить. А господа эксперты говорят, ой, вот вам этот, вот туда, разместите туда и ждите, пока вам, то есть, друзья мои, пока вы в общество не несете ничего ценного, общество не будет ничего вам давать, как бумеранг. То есть, если вы ничего ценного не принесли, и если вы новичок, вот сделали, как же здесь рассказывается, да, что типа, неважно кто ты можешь стать и зарабатывать, вот тебе 8 способов, да, там типа, зарабатывай, как это делаю и я. Привлечение денег, то есть люди очень, ну, смотрите, люди очень бережно относятся к деньгам. Поэтому эти деньги у этих людей есть.
Они же не ходят такие, вот не знаю, куда бы мне избавиться от этого мусора, деньги это грязь, не хочу с ними никуда, куда мне их, вы таких людей знаете, они, наверное, в психушке, да, либо больные. То есть люди экономят, то есть они готовы давать деньги, чтобы получить что-то взамен. И ваше взамен должно быть ценнее их денег. Ну, например, когда вы покупаете что-то, то вы даете деньги продавцу, а сами забираете что-то, что в данный момент ценнее для вас денег. Правильно? То есть такой взаимообмен. То есть деньги это просто единица обмена. Вот чтобы вам было понятно. То есть и привлечение денег с Патреона это обмен. Надо обменяться. То есть вы оба меняетесь. Он вам деньги, а вы ему, и пока у вас не будет ответа, что вы даете ему, у вас не будет ничего. Дальше. Когда этот способ заработает на вашем канале? Мы хотим протестировать, я уже сказал, что мы делаем канал Федора, про астрономию, хотим запустить его на Patreon. Если вам интересно, как это будем делать мы, то не забывайте становиться спонсорами, мы покажем это все, процесс Патреона, запуска на канале Школы видеоблогеров для наших спонсоров. Что делать вам? Чтобы заниматься привлечением денег с Патреона и аналогичных ресурсов, надо, чтобы у вас была какая-то идея. Идея, за которую люди готовы платить. Посмотрите примеры на Патреоне, какие проекты уже там собирают донаты. Кому там дают, за что, то есть, возможно, там будет идея для вашего канала, для вашего ролика, и вы там ее найдете. Пора-пора-пора. Попью воды. Дальше поехали. И 8. Друзья мои, 8-й блок. Напомню еще раз, да, что я рассказываю вам, вернее, мы сейчас развенчаем мифы, которые летают в интернете. Если вы наберете способы, как заработать на ютубе новичку, и вот огромное количество людей рассказывает новичкам, как им заработать. И дают 5 способов, 15 способов, 8 способов. И здесь бы все ничего, потому что способов заработать на ютубе огромное количество. Ютуб это просто площадка, платформа, где вы сможете зарабатывать, привлекая зрителей, клиентов к себе. Это правда. Но тут немного лукавят, говоря о том, что новичку. Потому что, давайте будем честны, способ номер там 8, ну, их много, да, от самых банальных, то есть там есть такие капитальные очевидности, то есть человеку надо снять ролик, он знает, что типа в тренде, как заработать на ютубе новичку. И вот человек, я мониторил же эти все вопросы вместо вас, и вот человек пишет вопрос, видео, пишет видос на вопрос, как заработать человеку там новичку на ютубе. И вот он такой бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла. А новичку на ютубе надо заработать, подключив монетизацию. Понятно, что без монетизации у вас не будет заработка, поэтому подключив монетизацию, вы заработаете. Оба! Молодец, говорю я. И все, бла-бла-бла-бла-бла. Ставьте лайк, это видео было вам полезно. Есть более продвинутые товарищи и дамы, которые рассказывают вам, уже дают там прям такие там замысловатые слова, подходы, типа там я вот 70 тысяч долларов в месяц, пригорает. Нет, я завидую белой зайце, потому что я понимаю, сколько труда ввалил человек, чтобы приносить ему доход 70 тысяч долларов в месяц. Ну, я реально понимаю, да, потому что у меня такого дохода нет. И я не могу этому обучать. Но когда рассказывают ахинею, я считаю, для школы видеоблогеров внести свою лепту и объяснить тем, кто этого хочет, почему это все бла-бла-бла. И вот мы уже разобрали нишевое, то есть вам предлагают собрать нишевую дорогую целевую аудиторию. То есть уже рассказ о том, что подписчики это ничто, главное качество. Об этом мы все время говорили. Либо создавайте курсы.
То есть вы только канал открыли, вы там не знаете, как теги прописывать, создавайте курсы, продавайте рекламу, ставьте партнерские ссылки, организуйте платные подписки, делайте закрытые клубы для подписчиков, привлекайте деньги с Патреона и аналогичных ресурсов, а также 8-й способ – это продажа товаров за процент. Ну да, говорю я, что может быть проще? Вообще, это же так просто, то есть вы просто говорите там, да, то есть собрали аудиторию, вот вы собрали аудиторию дорогую, да, и этой аудитории говорите, знаете что, у меня есть часы, то есть я ношу там часы Longines, очень крутые часы, котлы работают уже там, реально работают 17 лет, 18 лет работают часы, как вот просто работают на ура, да, вот они и плавают, и все, и в холод, и в жару, работают отлично, да, то есть если вы такие часы там купите, то вот, да, там вам процент. Проблема в том, что этим занимаются все большие каналы, и это называется, ну, то есть как бы в принципе это есть продажа товара, там реклама, там, да, там платная интеграция, все дела. Но как новичку, то есть кто те объемы, кто, во-первых, даст вам товар на, то есть как вы носите рекламодателя. Если у вас маленькая аудитория, вас никто не знает, вы не бренд, то есть вы будете продавать не часы Longines, а может быть фекальные насосы, потому что все и там это в лучшем случае фекальные насосы, а также вы можете продавать там запрещенные там партнерки, казино, там какие-нибудь там, не знаю, там 3 топора, там какие-нибудь там струю бобра, какие-нибудь еще то, что запрещено официально, и подаете ваш канал под санкции Ютуба. Почему, друзья мои? Потому что продажа товаров за процент – это хорошо, когда у вас уже есть аудитория, готовая покупать. И вы, зная аватар своей аудитории, зная то, что эта аудитория, скажем так, может, ну, то есть какая у нее покупательская способность, какая у нее потребность, какая у нее боль, можете ей предлагать. Например, то есть если вы собираете аудиторию, у вас там мамский блок, ну, там, да, допустим, мамочки, там, кормление ребенка, прикорм, там, да, там, пам-пам-пам, то, естественно, вы можете продавать там, предлагать товары, которые будут нужны мамочкам. Это, там, допустим, какие-нибудь классные коляски, польские, там, да, и там немецкие в этом формате. И это вы будете получать, там, да, либо какие-нибудь там программы, чтобы брать, там, не знаю, там, как это называется, там, растяжки или подтяжки там после беременности, да, там в этом формате. То есть какие-то такие. Но если вы свои эти молокососы или коляски будете предлагать на аудиторию мужскую, то это будет так себе реклама, и никто вам за нее не заплатит. То есть, а при этом же за процент вот здесь, то есть продажа рекламы от продажи товаров за процент отличается вот чем. Продажа рекламы, то есть вам заплатили, вы прорекламировали, и на этом дело все закрылось. Вам либо продолжили, пролонгировали договор, если все хорошо, либо нет. А продажа товаров, то есть если по вашей реферальной ссылке или там, если после вашего обзора этого товара у продавца увеличились продажи, то вы получили процент. А если нет, то не получили. И в принципе к вам, вот если вы будете ходить, вам будут предлагать все. И вы засрете свой канал никому не нужным, негодным контентом. Поэтому, друзья мои, что делать, когда этот способ сработает? Этот способ сработает тогда, когда у вас уже будет четко сформировано ядро аудитории, когда вы будете знать, кто ваш зритель, кто ваш потенциальный клиент для покупки внимания этого зрителя, и тогда уже на этом этапе вы сможете грамотно интегрировать рекламную кампанию в свой видеоконтент. Это искусство, этому надо учиться, это приходит с опытом, но точно не новичков. Что делать? Здесь хорошая подсказка, когда вы вот лучше всего задуматься над той аудиторией, которой вы хотите продавать рекламу заранее. То есть собирать информацию, собирать уже контент для определенного круга людей. Когда вы делаете все и для всех, бывает ничего и постепенно. Это вот с гарантией. Когда вы делаете только для кого-то, то есть для определенного круга, допустим, то есть вы собрали людей, как бы, которые занимаются, к примеру, там, мужчина, да, и вы делаете там
условно вы живете на Байкале или там вы любите путешествовать по России, и вы понимаете, что у вас путешествие по России, это может быть там Байкал, либо места, которые могут быть интересны охотникам и рыболовам, потому что они любят закрытые озера, горные речки, там какие-нибудь частные там эти как его санатории, там частные домики, там в лесу, там сторожки, какие-нибудь там все дела, и вы уже понимаете, что этой аудитории можно продавать не только турпоездки, а еще там товары для охоты и рыбалки. Там есть хорошая брендовая одежда для походов, там, да, то есть вы понимаете, как это работает. И тогда уже, когда у вас сформировано, когда вы оттестировали свое ядро, вы можете там продавать. Только так. Подытожим, друзья мои, коллеги, подытожим. Все предельно просто. Итак, 8 способов мы сегодня раздолбили в пух и прах. Это все мифы. И эти способы звучат так. Давайте мы сейчас вывод, да? То есть вы увидите, в интернете полно. Просто вспоминайте этот ролик. Первый способ – это собирайте нишевую дорогую аудиторию. Вопрос как? Пусть вам покажут. Понимаете? Смотрите, чтобы люди, которые вам это советуют, умели это собирать, они были бы очень богаты. Очень богатыми, просто архибогатыми, да, вот просто, потому что, чтобы ее собрать, это надо куча времени, куча денег и куча экспериментов. Второе, создание курсов. Это еще дороже, то есть вот создание курсов это просто продакшн. Нет, есть, понимаете, я понимаю, как это работает. Огромное количество рекламы такие, приди к нам, и мы тебе там за 20 дней сделаем курс и зарабатываем миллионы. А почему вы сами не можете зарабатывать миллионы, создавая такие курсы на коленке? Дальше, продажа рекламы. Ну, кто купит на канале у новичка рекламу, спорный вопрос. Может быть, это вы? Дальше, партнерские ссылки. Читайте правила Ютуба в отношении ссылок, которые или в отношении видео, которые созданы с целью перенаправления зрителей на чужие ресурсы. Платные email подписки. Задайте себе вопрос, кто те люди и что вы будете им продавать, то есть что вы будете им посылать по почте за деньги. Товары или там или какие-то письма или советы или там печеньки с предсказаниями, я не знаю. Дальше, закрытый клуб для подписчиков. Ну попробуйте сделать, попробуйте вот, знаете, то есть как бы огромное количество курсов, как делать эти клубы, но это все настолько от автора, от стержня этого клуба зависит и просто тьма. Нет, я буду рад, что если у вас получится, но пойду туда ли я или там другие люди за деньги, это другой вопрос. Привлечение с Патреона. Все предельно просто, друзья мои. Деньги с Патреона это, конечно, хорошо, но за что? То есть кто, за что, где, как, когда и сколько вам будет давать. Ну, очень часто бывает так, что шкурка выделки не стоит, да, то есть вы можете умудохаться с партнерскими ссылками, я таки знаю много людей, а на выходе у вас за год будет $50, такие, о, я за год заработал $50, а сколько ты времени потратил? Ну да, каждый день там 2 часа занимался, 2 часа в день, 5 дней в неделю, 10 часов, 520 часов человек занимался и на выхлопе получил $50. Отлично, молодец там, да, там бизнесмен с буквы Б. Ну и продажа товаров за процент. Каких товаров? Кому? На молодом канале. Еще раз, вывод, резюмируя вышесказанное, друзья мои. Когда вы видите такие видеоролики, видите людей, которые вам рассказывают и льют в уши такое, спросите себя один, то есть у вас должны вопрос себе один. То есть, когда вам предлагают заработать там, не знаю, на ровном месте, да, то есть это же получается как, если человек знает 8 способов, как заработать новичку, да, и предлагает типа там, ну, 50 тысяч долларов в месяц, ну, 20, ну, 5 точно поймаешь, там, туда-сюда, почему он этого не сделает? Почему он или она этого не сделает сама? Она говорит, нет, нет, не могу от души, отрываю, вам даю заработать. Да? Вы в это верите? Честно? Поэтому, друзья мои, будьте
оптимистами, делайте свои каналы. Приходите к нам в школу, бесплатную школу видеоблогеров, смотрите видео, где тут говорят правду. Я вам рассказываю, показываю то, что вы вряд ли найдете на ютубе, да, потому что я типа там вот первый способ. А для чего? Поймите для чего? Зачем эти люди вам делают? Потому что когда вы смотрите, вы киваете головой, что в принципе да, это можно, потому что вам в голову кладут типа смотри, можно, узнай как, мы тебя научим, секретные секреты расскажем, да, и вот вы такие пам-пам, но это я называю естественный отбор. То есть сколько курсов прошло по менеджеру YouTube канала? И ко мне приходят клиенты, и эти самые менеджеры YouTube канала на консультацию. Почему? Потому что как бы то, что мы транслируем, звучит так. Вы сначала должны посмотреть видео, которое мы даем, потом применить, а потом понять. То есть посмотреть, применить и понять. А вы в большинстве своем делаете наоборот. Вы посмотрели и потом понимаете. Вы не поймете, пока не примените. Думаю, что был вам полезен. Поделитесь этим видео, если хотите. Я старался. Думаю, что вы что-то для себя уяснили. Спасибо за внимание. Не забывайте становиться спонсорами нашего канала, потому что много интересного мы готовим для наших спонсоров. Пора барабан.